Что такое техника Майзнера? What is Meisner technique? Если я смогу тебе открыться and respond instinctively, и инстинктивно тебе отвечать, then that's going to make my best acting. именно тогда я исполню роль It's going to be so наилучшим much better образом. than anything that I can think of, yeah? Это будет намного лучше, чем если я буду думать. Как происходит в Америке? Вот ты пришел на съемки, окей, ты знаешь технику Майзнера, партнер такой, что за Майзнер? Russian woman actor. Yeah. Ну, допустим, женская актриса. If they're a little older, Допустим, она постарше. look out. Если она постарше, то берегись. Because, Потому что oh my God. Есть такая история, как рефлексия и даже скорее самоедство, когда ты совершаешь ошибку и потом думаешь, ну почему я так сделал? Ну, I spent several years я несколько лет working with women who were being physically abused by я their husbands работал and boyfriends. много лет с женщинами, And I would help которые them подвергались get out of абьюзу со these стороны violent членов их situations. семей. И финально, вот скажи мне, американец, в чем сила? Всем привет, меня зовут Дмитрий Дмитриев, а это актерский подкаст, и можете нас поздравить. Мы вышли на международный уровень, потому что сегодня в студии американский коуч, основатель института Майзнера в Лос Анджелесе, Скотт Трост, который расскажет нам, что же это за техника Майзнера. И хочу поблагодарить Скотта, который приехал в Россию, и парт-академию, которая сотрудничает с институтом Майзнера и делает возможным получать международное образование. Кстати, заходите на сайт парт-академии, у них там есть и краткосрочные курсы, и курсы, где вы получаете полноценное профессиональное образование. Все ссылочки в описании. Ну а сейчас let's go. Скотт, у нас очень мало информации про Сэнфорд Майзнер. То мы знаем, что он слушал лекции Станиславского вместе с Ли Страсбергом. И после этого вместе с Ли Страсбергом они начали свои классы. Насколько это правда? И вот побольше информации о Сэнфорде Майзнере. Расскажи, пожалуйста. Such interesting history between Russia and United States. Очень интересная история, на самом деле, произошла между Россией и Соединенными Штатами. Sandy Meisner Сэнфорд Майзнер, was born in New York City. он родился в Нью-Йорке, His parents were а его immigrants родители from эмигрировали Hungary, из Венгрии. Jewish. Они были евреи. They came before the war, so they got out того, of как Europe before the Nazis in Germany. Война началась, им пришлось оттуда резко уходить, пока война не приняла оборот He полный. was, as a child, he was trained as a concert pianist. И вообще он был пианистом, когда был моложе. But it wasn't what was in his heart. Но это не то, по сути, чего он хотел делать. And at that time, Тогда, this was in the 1920s, это было еще 20-е годы, the Moscow Art Theater came to New York. Московский театр приехал в Нью-Йорк, And they had never seen anything like this before. и они еще тогда никогда ничего подобного не видели. There was a strong Yiddish theater tradition. Тогда у них были сильные традиции вот A именно Jewish еврейского theater театра. tradition. And in that tradition, Там принято, the great actors had что хорошие moments актеры, of truth in their acting. что у всех актеров были некоторые моменты, когда они раскрывались And полностью. I think it was what Stanislavski was talking about when he began to Возможно, об этом говорил understand what he Станиславский, wanted to когда он accomplish. рассказывал это Because he своим talks about студентам. this, going to performances of great actors and seeing these moments of truth Потому что он говорил об этих моментах, когда актер раскрывается, пока that играет, would move the audience. чтобы они как-то тронули своего зрителя. What his, from my understanding of Stanislavski, Я это понимаю, как я is понимаю that he Станиславского. wanted to make that the whole performance. Он и хотел из этого всего, из And этих not частей just for сделать the lead сцену actor, всю. but for the whole group of actors that were on stage. А не просто взять целую группу актеров и использовать только их. And so my understanding is that's what he spent his life attempting to do, Как я понимаю, Станиславский именно этому жизнь both посвятил. in his productions and also in his schools. Как он так и учил, он так и делал So сцены. what they created То, что они создали, as an ensemble это как ансамбль. was like nothing that had ever been seen before. Это было то, что никогда никто раньше не видел. Maybe the ancient Greeks, Возможно, в Древней Греции это But- практиковалось. from that time to 1920s, Но сколько времени прошло, or to when he started in Russia, и когда это в России no one еще had seen началось, this.
Никто такого еще не видел. And so you can imagine what that must have been like Вы можете представить, что for this тогда young чувствовал man in New York в Нью-Йорке. to go and see this production with actors speaking in Russian. И причем актеры, когда приехали So в Нью-Йорк, it говорили wasn't the по-русски. language, То есть дело it было was не в the языке, heart, не в понимании, the а behavior. именно в их поведении And и в их подаче. this group of actors, И эта группа актеров, interestingly, mostly Jewish, большинство из них были perhaps евреями, because they had experienced some of this in the Yiddish theater. у них как раз был опыт Said, из "We wanna do еврейского this. театра. Они поняли, что We хотят сделать want to так же, create this type of art. и что мы хотим так же делать, как And Станиславский. so Sandy Meisner, И Сэнфорд Майзнер, Lee Strausberg, Стелла и Адлер. Ли Stella Страсберг, Adler, и Адлер тоже. all these people came together, young people came together, Еще молодыми пришли тогда. and they say, okay, на это let's представление. create this. И они решили создать And so что-то they would go подобное. off in the summer, Ну, тогда они and they would live together. пошли и and train. начали жить вместе и тренировать. Lee Strausberg had taken some acting classes from a couple of the actors from the Moscow Art У Theater Страсберга уже было who had несколько immigrated уроков to с America. другими актерами из Америки. So he knew a little bit, И он что-то понимал. right? So he did what he remembered, То, что он из этого помнил, он mostly тоже внес. improvisational work. В основном это касалось импровизации. And they put together some performances. И они некоторые сценки поставили. And they began doing plays in New York. И они начали выступать в Нью-Йорке. And the same thing happened. И произошло то же самое. People came to the performances Люди and they приходили go, на oh них. my God, we've never seen anything like this И они before. были шокированы, они Ли никогда ничего Страсберг подобного не видели. и Сэнфорд Майзнер, они вместе ставили, да, как раз? Yes. Oh yeah. Да. Stella Adler, Lee Strasberg, Sandy Meisner. Да, не But только at он, that time, а Lee целая группа Strasberg was людей. the only teacher. Но единственным учителем из них был только Ли Страсберг. And obviously, what he did was quite special. Очевидно, он делал что-то особенное тогда. There was some problems with Некоторые проблемы the были personalities of Lee Strasberg, между Stella двумя Adler, and отличными Sandy Meisner. личностей этих всех. And there's a famous людей. story about Есть Stella история, Adler going to Paris to meet with Stanislavski. что Стелла Адлер And приезжает saying, в Париж, hey, чтобы видеться со Станиславским, I'm говорит, learning this technique that you Я- invented, я пытаюсь it's not выучить working вашу for me. технику, у меня Yeah. никак не получается. and Stanislavski said to her, well, then don't Станиславский use сказал. it. You should use what works for you. Так Станиславский And сказал, then что нужно использовать he spent технику, some которая time вам working with подходит. her, Он с ней некоторое and then время she came поработал, back to America, она вернулась в Америку, and she called a meeting of this group собрала and группу said, свою uh, и сказала им всем, Strasberg doesn't know what he's doing. что I went Страсберг не and talked to знает, что он Stanislavski, говорит. and Stanislavski says this Я is not поехал к right. Станиславскому, он сказал, The что все things you're doing, неправильно. Stanislavski doesn't use anymore. И то, что мы сейчас делаем, Станиславский уже не использует. Now that's the story that most people know. Эту историю люди обычно But знают. I have a good friend who's Russian, Но у меня есть друг из and he России. said, you know, Он сказал, что Stanislavski kept a diary у Станиславского был дневник. where he wrote about his В этом experiences. дневнике он описывал And свой in his опыт. diary, И там написано, he wrote, in Paris, что в Париже met a crazy American actress какая-то безумная who was американская quite актриса hysterical. ко мне подошла, начала So I истерить. told her whatever would make her happy. И я просто сказал ей что-то, чтобы ее успокоить. So Поэтому much of what Strasberg was using, то, что использовал Страсберг, Stanislavski was still using as well. Станиславский тоже на самом деле Yeah. Now использовал. he was experimenting with other things as well. Он и с другими вещами And тоже maybe that's the экспериментировал. most important thing about Stanislavski and Meisner, Это как раз важная вещь, которую стоит заметить. because Meisner started teaching soon after that. Майснер как раз после этой истории начал преподавать. He used what he learned from Strasberg, То, что он узнал у Страсберга, он but then he использовал. started trying to find his own way. Но он все равно пытался найти свой собственный путь. And like Stanislavski, he was never happy with what he always thought there was something else he А might Станиславский discover. был постоянно, ему не нравилось, что он So делает, он he постоянно taught for 60 доработал. years. Он 60 лет преподавал. And one of the things that he realized То, что он понял, это, was that when he was learning to play piano, что когда Майзнер играл на he started with the фортепиано, fundamentals, он начинал с базовых, с основ. the keys of the piano, То есть с клавиш, the fingering, с
расположению пальцев. He realized that in actor training they didn't start with this. И он понимал, что когда актеры начинают свой путь, они с этого не начинают, с Part of what основ. he was trying to figure out, well, what are the fundamentals И of он просто acting? пытался найти какую-то базу для What are актерской the игры. skills that actors need to learn? Какие нужны навыки актеру, Just like чтобы он пошел дальше. learning the fingering and the chords and the keys. Ровно так же, как и пианист сначала What изучает are the основы, skills that actors need to learn? такие же основы нужны и актеру. And so that's what he started working on. И об этом он начал думать, над этим начал работать. And then once he identified the И как basic только он skills, понял, какая what база нужна exercises актеру, can I develop that will help какие actors develop these упражнения skills нужны and актеру, improve these skills? чтобы эти скиллы, And чтобы I эти think that's навыки where разработать. he was brilliant. И в этом он был очень хорош, я считаю. The other thing is he kept his technique very simple, Но его техника была на самом деле очень как будто бы простая. which maybe made it more difficult. Из-за того, возможно, и As сложно. actors, we love to do lots of things. Потому что мы актеры, мы очень But много he was вещей like, no, делаем. just listen and talk. Но он просто говорил, and слушайте и listen. говорите. Говорите Really и слушайте. listen. Вот и все. Просто действительно слушайте. Really keep your attention on the other person. Слушайтесь другого человека. Meisner always said the other person was more important than yourself on Майснер stage. всегда говорил, что ваш партнер намного важнее, чем вы сами. So right now, if I'm looking at you, Dima, Вот сейчас я на тебя, Дима, my смотрю, best acting is going to come from seeing how you're reacting to me. и я лучше всего исполню, так сказать, свою роль, And видя твою if I can реакцию. learn to open my heart to you Если я смогу тебе открыться and respond instinctively, и инстинктивно тебе Impulsively. отвечать, then that's going to make my best acting. именно тогда я исполню роль It's going to be so наилучшим much better образом. than anything that I can think of, yeah? Это будет намного лучше, чем если я буду думать над ролью. And so he developed exercises that help teach this И skill. он разработал упражнения, которые позволяют этому научиться. That's a long answer. Довольно долгий ответ получился, да? Отличный ответ. Спасибо за такой объемный ответ. Скотт, а ты учился... В чем отличие, скажем так, учился ли ты у Ли Страсберга, и в чем отличие принципиально Ли Страсберга школы от Майзнера? Well, I've never studied Strasberg. На самом деле у Страсберга я никогда не учился. Please, for anyone that's listening to this that's a Strasberg-trained actor, I apologize. And I have good friends who teach Strasberg. The thing that people normally talk about Обычно люди говорят о is Strasberg would do том, что something Страсберг called emotional memory, Страсберг which опирался he got больше from на эмоциональную Stanislavski, память. apparently. И это похоже на Станиславского. And that's where you go back and you remember things in your own То есть вот ты life пытаешься experience, вспомнить and it свой creates опыт предыдущий, связанный с эмоциями, and эти эмоции воспроизвести. he would teach actors to, this is my understanding, he Это would моё teach понимание. actors to use that in a performance. Он учил актеров использовать это, пока они So you're выступают. talking to me, То есть ты со мной сейчас and you're говоришь, saying that ты говоришь, что, you're my son, например, ты мой, and you're leaving the family, например, что ты мой сын, и ты хочешь and, уйти из and you're семьи, saying goodbye forever. и ты просто прощаешься Right. навсегда. And what I would do to get the right emotion Чтобы правильные эмоции найти, is I would think of some memory that made me sad. я найду какое-то воспоминание My свое, из-за dog, которого я my first dog расстраиваюсь. that was run Например, over by a car. например, мою собаку приехала машина, и If я I из-за think этого about, расстраиваюсь. Я makes думаю me об этом. cry, yeah? Я хочу плакать. So there's you, my son, Вот, и теперь я вижу тебя, своего telling сына, me как you're будто, leaving me. и ты говоришь мне, что ты And I'm уходишь от thinking меня. about my dog that died. А я думаю о собаке, которая умерла, And моя. that's making me cry. Я плачу из-за Yeah. этого. Вспоминаю, плачу. Now, I'm not sure Strasberg taught that. Я не уверен, что But Страсберг именно that's what этому people учил. say he did. Но обычно люди Примерно, говорят да. об У этом. Станиславского это очень похоже. Насколько это безопасно, как тебе It's кажется? safe? Do you think it's safe? Well, there is that issue. Есть какая-то, Is if we конечно, spend too проблема, much time что если много времени провести reliving memories, в себе, опять maybe that's not проживая healthy эти emotionally. эмоции, возможно, But- это не очень здорово but I с think the эмоциональной more точки important thing зрения. for acting Но для актера важно, is Meisner said, why not just Майзнер говорил, believe почему that бы, this is your son? Майзнер говорил, почему who's бы просто не leaving поверить, что это the действительно home. твой сын, который покидает тебя, And live that out. и попробовать это пережить. Yeah, I'm going to get lots of emotion from just У меня будет достаточно looking at эмоций, you пока я просто на тебя and смотрю, having to say goodbye to my son.
понимаю, что мне нужно I don't попрощаться have со to своим think about сыном. my dog. Мне даже о собаке So подумать не Meisner нужно. said, why don't we just stay in the moment here? Майснер говорил, почему бы нам не остаться в моменте. And I think that usually is a better way to go. И я считаю, что это лучший вариант. Now, maybe when we're rehearsing, I need to find some things that help me understand this Когда мы moment. тренируемся, мне нужно найти какую-то мысль, чтобы это And maybe понять. I use what Meisner would suggest is not memories, but Возможно, я использую не память, fantasies. а фантазию, как Майснер бы сказал. Or, for example, I do have a son, Или, допустим, у меня есть сын, and he still lives with us. и он все еще со мной, разумеется. But if I imagined that he Но was если я going to leave us, представлю, что он уходит, покидает and then дом, I go, oh, okay, то я тогда все пойму. this fills me with И emotion. это меня But наполнит it's эмоциями. imaginary. Но это все And this is back фантазия. to where maybe that's a little safer И, возможно, это for намного our безопаснее. mental health. Да? Безопаснее для нашего Yeah. здоровья. But in the end, we have Но to в конечном find итоге нужно this найти behavior of a father and son. поведение Saying между goodbye. сыном и Yeah. отцом. И сын говорит прощай. А вспомни, пожалуйста, Скотт, как ты пришел к этой технике, что тебя поразило? Вот это, почему ты же, по-моему, занимался другой профессией совершенно. I was very shy when I was a child. Когда я был And ребенком, я был my очень mother was worried скромным, about me. и мать очень So she переживала found из-за этого. an acting class for me to go to. Поэтому меня определили в актерскую школу, I don't think I've ever stopped talking since. и после этого я просто не So it затыкался cured me никогда. of my shyness. Можно сказать, это меня излечило. So when I was young, I did lots of theater. Я, когда был моложе, я очень много в театре And then I выступал, thought, играл. okay, it's time to grow up and become an adult. И в какой-то момент я решил, что мне пора взрослеть. And I realized that I wanted to make a difference in the world. Я понял, что я хочу I wanted изменить to мир. help people. Я хочу помогать So людям. I became a lawyer. И я стал адвокатом. Unfortunately, I discovered that most lawyers are only worried about money. К сожалению, я понял, что большая часть But there are адвокатов some lawyers заботят только деньги, но некоторых spend their careers helping people. заботила только помощь So людям. I spent several years Я несколько лет, working with women who were being physically abused by я their husbands работал and boyfriends. много лет с женщинами, And I would help them которые подвергались get out of абьюзу со these стороны violent членов их situations. семей. Это была очень сложная And ситуация. then I spent some time working with people who had been poisoned at Некоторое their время work. я работал с людьми, from которые были things like отравлены asbestos, which на can работе, cause например, terrible асбестовой cancers. пылью, которая вызывает рак. So I would help them И я помогал им recover some money for their families, получить компенсацию для so they could их still семей. provide for their families. And it was good work. И это была хорошая работа. When I write a list of things I'm proud of, Я когда делаю список вещей, которыми я горжусь, those are the things that really are on the top of my list. и они But возглавляют этот it список. didn't serve this creative impulse that I have. Но, однако, креативному decided to go импульсу это back не into служило. И я решил Went снова back to school. стать актером. Я вернулся Это в в каком актерскую школу. возрасте? How old were you? I was 25, Мне было 25 Yeah. лет где-то. and I went to this very good school in Chicago, Я пошел в Чикаго в актерскую школу, очень one of хорошая the школа, top theater schools, одна из самых and лучших. I was terrible. Я был ужасен. And they were teaching all these techniques. Все техники там, But not которые Meisner. существовали, At that они их time, преподавали, I но didn't только even не know this майзнерскую. technique existed. And so I was, in a class you have the one or two really great actors, Знаете, в классах and иногда you have one бывает or two that are really один-два очень bad, and then хороших the rest are актеров, in the middle. а остальные And I was in не the middle. очень. I was in that middle А group. иногда были такие ни туда, ни сюда. Вот я был ни туда, ни And сюда. I had this voice teacher, И у меня был and учитель, который меня she учил had говорить. become a friend, and I said, Мы стали друзьями хорошими. I Я ей feel so говорил, lost. я ей сказал, что я And she said, well, потерян, I just took this class что я вот только пришел in в this класс сюда. technique called Meisner. И есть техника майзнерская, я And I узнал. think it might be helpful for you. И она сказала, что, And I возможно, said, oh это my God, поможет can вам, you teach тебе. me? Я спросил, может ли она And меня she said, научить. no, I Она сказала, can't, что нет, не могу. because I'm a voice teacher. Потому что я только говорить людей учу, ставлю голос. If I work with you on acting, they will fire me. Если я буду с тобой заниматься техникой Майзнера, I меня said, просто well, уволят. you have to teach me. Я I сказал, ну, need пожалуйста, this. научите, мне это очень нужно. I said, how about if we meet in secret? А как насчет, если мы будем And I promised в тайне not to not встречаться tell с вами anybody. и Yeah? учиться этой технике в So тайне I ото всех, talked her никому into не meeting скажу. with me. And I got a couple of other students who were like me. И я еще So набрал we would людей, meet in которые secret. хотят тоже этим And заниматься, she и мы didn't know a lot of секретно. Meisner.
So it was, И она не знала тоже много just о some технике basic Майзнера, exercises. только But несколько упражнений. as soon Но as we started doing them, как только мы начали этим it was заниматься, like magic. это была магия. Our acting got so much better. И моя актерская игра And so улучшилась, in my наша regular улучшилась. classes, I would work, and the teachers would say, "What's wrong? И учителя все Your acting говорили, has gotten so much better." в чем проблема, у тебя ты They were намного лучше actually стал upset играть. because they had already thought that, okay, I'm here. Они даже были как-то now I was there, расстроены, and they're потому like, что уже they go, поместили меня в раздел ни туда, ни сюда, What's happening here, right? и они не And понимали, of что course I couldn't происходит. tell, И, right? разумеется, я не мог им сказать. So when I moved to Los Angeles, Потом я переехал в Лос-Анджелес, I и started looking for a school that taught the я Meisner. начал уже искать актерскую школу, которая преподает по технике Майзнера. And I found a school, and at the time, Sandy Meisner was living in Los Angeles. А в это время как раз Сэнди Майзнер He жил was в quite old. Лос-Анджелесе. Он уже был очень старый. I didn't end up studying with him, К сожалению, я не смог у That's another него story. учиться. Это уже but другая I история. studied with someone who was working with him very closely. Но я учился у человека, который с ним работал. And soon they asked me to come teach at that school. А потом они меня уже позвали туда учить, And в so I школу. spent, I was working as a student for 10 years. То есть как студент я работал, While I можно was сказать, also 10 лет. teaching. Но еще я и учил. So I spent a lot of time, and I continued to find it so helpful for me as an actor. И я очень много времени уже, по сути, на это потратил, и это все еще меня помогает мне стать лучшим актером. У Сэнфорда Майзнера не так много ролей в кино. I have some footage of him in a couple of movies, У 3 меня на movies, самом деле есть некоторые записи с ним из 3 фильмов. and he's really good. И он очень хорош. He's really good. Очень хорош. He was more of what we call character actor. Он больше отыгрывает персонажа. And if someone has a chance, they can Google Sandy Meisner И если, например, загуглит and find some of that Майснера footage, и найти and вот it's эти worth записи, looking at because he советую was посмотреть. clearly a very good actor. потому что он был очень хороший Yeah. актером. And when the group theater, that was the theater group that they formed in New York. He was in all the productions. Групповой театр, который он сформировал, Never the lead role. он was always всегда делал все эти фильмы, a но character он никогда role. не Yeah. снимался сам. Обычно он занимался другим. Прежде чем попрошу рассказать о технике, хочу узнать про актеров, которые используют, популярные актеры, которые используют технику Майзнера. The famous actors that use Meisner technique. Well, there's an actor named Robert Dюваль. Роберт Дюваль использует, например, и он Майснеру Кристоф Вальц, учился. я знаю. Yeah. Oh my God, now there's so many, Да, он. И both that studied with Meisner, but also studied with other teachers that есть taught the те, Meisner technique. которые и с Майзнером занимались, и которые по другим техникам Grace тоже. Kelly. Грейс Келли, например. Most of the actors that Meisner trained most of them are long gone. Да, большая часть актеров, которых учил Майзнер, их уже с Грегори нами нет. Пек. Some of например. these are names that people don't remember anymore, but they were Некоторых актеров when I уже was и не growing помнят up, they даже, were но когда the я был greatest actors. моложе, это были лучшие актеры So вообще. Gregory Peck was an amazing actor. Грегори Пек, Grace например, Kelly, an прекрасный был amazing актером. actor. Грейс Келли, Robert прекрасный. Duvall, И an Роберт Дюваль. amazing director. Diane Keaton, Дэн Кидман тоже amazing actor. прекрасный актер. And also many names that И много других we've имен, completely forgotten. которые уже люди забыли. But Oscar winners, I think Но это I люди, did a которые count, Оскары and получили. at least 37 of the actors that Meisner Я trained were подсчитывал, nominated or won И Oscars. примерно 37 So, актеров he had a были very good номинированы track record. на Оскар, и их всех тренировал There's Сэнфорд a Майзнер. very famous American playwright named Arthur Miller. Есть вот драматург прекрасный And he Артур one time Миллер. said, Однажды он сказал, whenever I have actors come in to audition каждый for my раз, plays, когда приходят актеры ко мне, I immediately know when they're an actor that trained with Sandy начинают Meisner. передо мной выступать, я сразу Because понимаю, кого they're so тренировал much better. Майзнер, а кого нет, Yeah. потому что So те, кого those were the Майзнер types тренировал, of things намного that лучше. when he was teaching people were saying about him. И люди, с которых Майзнер тренировал, некоторые вещи они нам говорили. There's a famous film director Есть вот режиссер, named Sidney известный, Pollack. Сидни Поллак. He won some Oscars. Он некоторые Out of Оскары Africa was a получил. movie that he was known for. Из And Африки есть he такой was фильм его. Sandy's assistant for several years. И вот он был ассистентом And he Майзнера said некоторое время. everything he learned about for И он being a сказал, director, he learned что все, from что он Meisner. узнал о том, как быть So режиссером, it's он у also a Майзнера technique узнал. that
Так can что be это very техника, helpful for directors которая и для режиссеров тоже to очень learn how полезна, to work with actors. чтобы просто понять, как работать с So актерами. those are some of the names. Вот, например, такие актеры. Хорошо, тогда перейдем к технике. So about the technique. Okay. Что такое техника Майзнера? What is Meisner's technique? The Meisner technique is Техника Майзнера это progressive прогрессивная training тренировка актера, builds a solid foundation который позволяет ему получить базовые знания и навыки, for doing чтобы what's necessary in acting, чтобы делать то, что актеру делать необходимо. which Meisner called living truthfully И Майзнер называл это under imaginary circumstances. проживать So роль that's the North Star. во время You know воображаемых that when I talk about North событий. Star, what I'm talking about? Back in the days before we had phones to tell us where to go, people would look for a star in the sky called the North Star. Это как цель, звезда, Do you have this in по Russia? которой мы The North Star? ориентируемся, как полярная звезда. Did you learn this when you were growing up? No, you already had your phone that told you where to go. Как Yes. ориентир. So there is a star in the sky that is always at Всегда есть north. в небе звезда, которая всегда указывает на север. If you were lost in the woods, Например, если ты потерялся you в would look up at the лесу, sky надо and find посмотреть the в North небо, Star, and then найти you would эту know which звезду, direction to go. путеводная звезда, вот так это у нас называется. The North Star for acting То есть вот эта is путеводная living звезда для truthfully under актера, imaginary circumstances. это проживать роль So that's the честным образом direction we're going. в условиях воображаемых Now the обстоятельств. question is, how do we get there? Вопрос только в том, как нам этого достичь, What are the как это понять. fundamental skills we need? И базовые навыки, которые get нам there. нужны, какие они нужны. Meisner says that Майзнер говорил, что when you're doing something, you should really do it. когда вы что-то делаете, это Right. нужно реально I'm делать. really talking to you right now. Сейчас я с тобой You're действительно really говорю, listening to me. а ты действительно меня In life, слушаешь. we do this all the time. В жизни But постоянно in этим приходится acting, заниматься. Но будучи now, актером, Sometimes Сейчас. I'm an actor, I'm not really listening to you. иногда я как I'm актер just как будто бы thinking тебя about не my next слушаю. line and how Я I'm вот, gonna say например, it. пытаюсь свою Meisner said not so следующую good. строчку вспомнить. Really listen, Майзнер говорил, really что так talk. делать не нужно. Нужно действительно Really разговаривать drink с your партнером. coffee. Если мы Whatever пьем you're кофе, мы doing, you реально really пьем do. кофе. Ну, это про то, чтобы быть в моменте, So здесь it's about сейчас. being in the moment, right here and right now. Well, it's being in the moment, but it's also really Да. doing what you're. Да, в моменте, Yeah, но it's not это, just like I'm here. это не No, просто I'm here with находиться Dima. вместе, I'm быть talking to вместе с Dima. Димой, говорить с Димой. And you're listening to me, and I'm listening to you when you ask me a question. Это, So я не it's просто more тебя active than слушаю. just Это being. не It's просто быть, это именно Whatever we're doing, we действовать. really do. То, что мы делаем как в действительности, Interestingly, не I понарошку. think that helps our imagination believe that И я this is думаю, что real. это помогает Right. нашему воображению как бы So really do. понять, что это реально. Such a simple thing. Это как будто бы что-то It's the простое. most common mistake that actors make. Но актеры часто делают эту ошибку. The next most important thing is Следующая важная вещь — это understanding понять, who is the most important person Кто- on the stage. кто самый важный человек на And it's сцене. not me. И надо понять, что это не It's я, you, Dima. что это ваш партнер. So У меня это it's Дима. learning how to put my attention on you Это нужно научиться and внимание свое really see you. обратить на Диму, на партнера I и mean, действительно really see. увидеть партнера. Not just, oh, there's Dima, Не просто говорить, but ну вот Дима what's передо going мной, on with Dima? а думать, что, о чем думает Дима, что с ним From moment to происходит. moment. От момента к You're моменту changing. поведение Димы And if I меняется, put my и мысли attention on меняются. Если я буду следить за этим, And I take what you say and do personally, и я буду реагировать по-человечески на то, что ты meaning I делаешь, open my heart to you. то есть я откроюсь тебе во And время then игры. whatever impulses that И любой gives me, импульс, который у меня I появится, follow что-то those сделать, impulses. я ему последую. That's going to make for great acting. И из этого получится Yeah. очень хорошая игра. If I just am creating a performance in my head, Если я просто проиграю сцену у себя в голове, I can tell a story. это the рассказывание story's like истории, this, по сути. Но right? история будет вот такая, But if I'm looking как at строчка. you, Но когда now, я смотрю на Диму, вот from на moment тебя, to moment, things are changing with you. что я right? вижу, как что-то в You're тебе my son. меняется. Например, I'm ты мой angry with сын, you. и я Yeah, зол for на leaving тебя. the house. Ты I'm back to уходишь that от меня. story, yes. Я опять, да, к этой истории возвращаюсь. So представим. I can be angry father. Я могу быть Yeah, злым отцом. I can do angry. But Я могу now так you're отыграть. looking at me with those eyes. Но теперь ты на меня вот так смотришь, Yeah, and этим взглядом. the eyes that I remember when you were a baby. И это, допустим, это тот взгляд, который And я I'm помню still еще, angry. когда ты был маленький. But
Я все еще зол, now my heart is breaking. Но теперь мое сердце тает, как That будто и becomes a much more interesting performance. И теперь игра стала намного интереснее. Starts to become an Oscar-winning performance. И теперь это как будто бы я Оскар должен за это получить. So really putting our attention on the other person. Так что дело просто обращать больше And внимания using на them from партнера. moment to moment. Использовать From our эмоции от момента к моменту, которые идут из сердца. Использовать импульсы. Really putting our attention on the other Так что person. просто нужно Opening внимание our heart. обращать, So открываться. those two are really important. Пожалуй, эти две вещи. The next one is how Meisner got to the question of character. И вопрос персонажа теперь. Because sometimes when we're doing a role, it's not quite us. Потому что иногда, когда мы отыгрываем роль, это как будто бы не мы. Confusion about how we approach И character. часто люди путаются, Do I как become a подойти different к персонажу, person? как Am I вжиться в still роль. myself? Мол, Am I буду ли someone я else? самим собой, или буду я этим персонажем, или кем-то Meisner- еще. Майзнер, He says it's always us он говорил, что мы всегда in the стоим с собой, imaginary situation. даже в воображаемой We ситуации. start from that. Мы с этого начинаем, But we can change our point of view, но мы можем изменить, так сказать, точку and зрения, that will change our behavior. и это изменит Right. наше поведение тоже. So I could have a different point of view about you as my Допустим, я son. могу по-другому на тебя взглянуть. Right. You could Как будто be бы ты мой сын, например, и ты, например, можешь быть, someone who has been violent например, очень жестоким человеком. And is Допустим, ты dangerous можешь быть, и ты in the опасен family. для семьи. Ты Yeah. опасен. In fact, last night Например, прошлый you got in a fight вечером with ты подрался sister. с сестрой, and you slapped her. и ты ее ударил. So now I have И теперь a different point of view about you я leaving. смотрю на тебя по-другому. In fact, I'm not unhappy you're leaving. И теперь я It по-другому still breaks совершенно my heart, воспринимаю but you ситуацию. have to leave. Да, что ты уходишь, это Yeah. для меня плохо. Ты And разбиваешь that's мне going to этим сердце. change Но ситуация, тем не менее, другая. my behavior towards you. И мое поведение, оно Little немного things are изменится. happening now. Очень The way I'm sitting, много вещей The way I'm talking поменялись. to you. Так как я говорю, так как я сижу, being much more careful now, теперь я осторожен. because I don't want you to lose your temper. Потому что я не хочу, чтобы ты вышел из себя. I'm a little worried about it. Я даже об этом, я переживаю из-за этого. Or Или же you have been the son that has been the shining star of our family. или ты был гордостью семьи, You are all love. и мы тебя очень You have любили. brought joy to all of us. Ты нас всех And очень oh my радовал, God, you're finally leaving home. и теперь ты And it уходишь. breaks our hearts, but we're нам so плохо. happy for you. И одновременно с этим мы рады, Because что we ты know that you're уходишь, going to потому be что мы such an знаем, amazing person in the потому что мы world. знаем, что у тебя все будет хорошо. Well, already I can feel that my behavior towards you is Я уже changing. чувствую, Yeah. как мое поведение. Yeah. So меняется. all I've done is just change my point of view. Все, что я сделал, это просто About начал you. по-другому на And тебя it смотреть. creates a Точку different зрения character. поменял. И сразу это создает that makes другого sense. персонажа, Yeah. другую роль. Мне кажется, это очень похоже на детей, Has something in common with those children that когда маленькие дети смотрят, если мама или папа рассержены, ты the такой small сразу, kids. ой. Ребенок очень сильно чувствует настроение родителей, small kids, they tend ну или to взрослых, feel the emotions of the и parents very немножечко carefully. меняет свое So they поведение, start to исходя из change their этого. own behavior. Yeah, that. Да. And that's one thing that I remind my students is Я об этом if напоминаю своим they had grown up in a студентам, different country что, например, они выросли в другой with стране different parents, с другими родителями. it would still be Dima, То есть, например, but работает it все еще wouldn't be this Дима, Dima. но это будет уже другой You'd be a Дима. different Dima. Будет другой. So it's still you, То есть Дима but все we еще would Дима, see a very different character. но мы увидим другую роль, другого So персонажа. when we're rehearsing, Когда мы we репетируем, can find that different мы behavior. можем найти этого Yeah. другого. And that even Дима. could mean the Это way we может- walk, the way we talk, Это может изменить походку или как мы говорим, all those things. все эти вещи. So that I think is the best place to start. Так что с этого лучше всего начинать, я Now, считаю. you have some famous actors То есть у вас есть that известные актеры, create characters that которые are. создают эти, вживаются Oh, в give роли. me an example of a Ну, какой-нибудь пример. famous actor that is very good at creating. Актера, который очень хорош в создании своей собственной Daniel роли. Day Lewis. Например, Дэниэл Дэй Льюис. All right. I don't know what he does to do. Я вот не знаю, what he какую does. технику он использует и что он для этого делает. And so I don't even begin to know Я how даже- I would teach that to an Я actor. даже не пытаюсь понять, как бы я этому научил.
But what I do know Но я знаю, is что, most of us are never going to be doing Daniel Day Lewis films. что большая Most of the часть things из that we're нас не going to будет в be его doing, фильмах сниматься. we're doing because we fit the part. Потому что то, что мы... Yeah. Роль, которую мы So отыгрываем, мы ее отыгрываем, потому let's что мы start with подходим getting под good нее. at that. Поэтому давай So начнем, I пожалуй, с want you этого to be для the best начала. Dima you can be. То есть я хочу, чтобы ты отыграл роль Димы Did лучше I всего. ever tell you about when Я one of my first auditions in Hollywood? Я тебе рассказал про свое первое прослушивание в Голливуде. I went in just to meet a casting director. It just like, oh, hey, hi, how are you doing? Yeah. Да, я просто знал And she директора goes, по кастингу, и Oh она my God. говорит мне: о боже, I want you to come back tomorrow to audition for this TV series. я хочу, чтобы ты завтра вернулся и прошел прослушивание в сериал. Ты прекрасно подходишь под роль. This is so easy, Я yes? сказал: о, как просто. So I get the script, Я and читаю сценарий, it's a murder mystery. а там, дело об And убийстве. the two killers are a boy and a girl. Два убийцы, Who are девушка и twins, парень, которые еще right? были близняшки. We call it fraternal twins, yeah? Да. And so I thought, oh, this is why they're calling me back. Я думаю, Because вот they почему must have меня already зовут. cast the woman. Потому что они, скорее всего, And уже now взяли they're looking женщину, for a man that убийцу, looks и like они he could ищут be her twin. мужчину, который Right? на нее похож, чтобы они были как бы So близнецы. I go, well, this is going to be easy, yes? И я думаю, I это же look будет just like this просто. girl, Я I просто go похож in, на эту and I женщину, get the я просто part, right? приду, и меня возьмут на So the роль. next day I go back, Я возвращаюсь, and I значит, walk into the room, захожу, and it's 20 men. а там 20 мужчин стоит. Every one of them look И exactly like все me. похожи на меня, I swear to you. клянусь. And I'm going, oh my И God. я думаю, о боже, I have 20 people who look exactly like me in есть Hollywood. 20 людей, которые на who are меня похожи, actors. они все в I'm never gonna Голливуде get a живут. part, И right? меня же никогда не возьмут. So if I'm going to beat them for those parts, И если я смогу их всех I have to обойти, become the best мне Scott Trost that I can be, лучше yes? стать лучшим So Скоттом the Тростом, other ones который don't get из my всех этих part, yeah. 20, иначе So кто-нибудь другой возьмет роль. let me start with that. Let me become the best Так что Scott. я подумал, пожалуй, начну с этого, стану So that when лучшим I go Скоттом, чем in они все. and it's a part that fits me, Я прихожу, I'm это better than all the other people who роль, are like которая me. мне подходит. Right? And because those are the roles that I'm going to be auditioning for. И So будут we другие start роли there. мои. И я просто начал с этого. If we're the next Daniel Day Lewis, Допустим, если вы следующий Дэниэл Дэй I Льюис, bet most of what he figured out on his own. я подозреваю, I'm что not gonna teach вещи, Daniel Day-Lewis которым how to он do научился, он как-то сам научился. He's gonna find that on his own. Я Yeah. тоже так Он думаю. сам научится, да, и Yeah. многие из вас так научатся. Раз мы коснулись темы вот такого кастинга, Скотт, скажи, а есть у вас такое в России просто вот у моего возраста там и постарше родители часто с детства тебя сравнивают с другими детьми. Говорят, что вот смотри, этот хороший ребенок, он хорошо себя ведет, а ты плохо. И из-за этого, возможно, потом, когда мы вырастаем, остается вот эта вот привычка сравнивать себя с другими. В Америке есть такое? Конечно. Конечно. I think this is in every culture. Я думаю, в каждой культуре, в каждой стране такое есть. У тебя есть какой-нибудь, может быть, лайфхак, как вернуть, то есть я понимаю, что лучше сравнивать себя с собой же вчерашним там или прошлогодним. Может, у тебя есть какой-то лайфхак? I keep moving. Я просто продолжаю что-то делать. It's interesting. И это интересно. I feel like I've been running my whole life. Я чувствую, что всю жизнь я как будто бегал. It's at an early age. Начиная с измальства. When I was quite young, Когда я был совсем the молодой, family went to an amusement park, моя семья пошла в парк развлечений, мы пошли. and I immediately got lost from my И family. я сразу потерялся там. And I remember И я это помню. going, okay, И я думал тогда, I've lost my окей, family. ладно, я потерялся, I'm all alone. и я сейчас один. This is going to be my life. И все, на этом жизнь закончится. Я здесь и буду жить. I was okay with that. И мне было нормально. I Я с этим смирился. it's И like I broke away. это как будто я отщепнулся от Now, семьи, the отошел от family них. eventually found me, Разумеется, меня потом нашли, Yeah. но and so I came back. м, But да, I think я there was a вернулся, part of me that had но already какая-то left then. часть меня как будто семью уже оставила. And so I've continued to travel.
Я просто продолжал путешествовать по миру. I've continued to learn new things. Продолжал учиться чему-то новому. I've been teaching now for a lot of years. Я очень много лет уже преподаю. I have a class tonight. У меня этим вечером, например, And I'm будет sure there's урок. going to be a part of me that thinks, I didn't do such a good job. И какая-то часть меня будет думать, что я And что-то I'll have делаю не some так, не moment очень that I хорошую wish I had работу. done a different way. Какая-то часть меня будет говорить, что надо было сделать I'm по-другому. very restless in that way. В этом я And никогда, я I'm постоянно об not этом думаю. satisfied with what I've done. То, что я сделал, иногда я думаю, что я этим не So удовлетворен. I'm going to keep Так что я просто looking and discovering. продолжу искать. I'm also I've spent a lot of time reaching out to people. Также я очень много времени потратил на то, чтобы Someone accused me of больше having this condition. общению с людьми. They called it RSD, rejection sensitivity dysphoria. That's going to be hard to translate. На самом деле даже некоторые давали определение тому, как я общаюсь с людьми. But like if I send you a message, Допустим, когда я посылаю тебе and you don't сообщение, write back to me, и ты мне I go, oh my God, he отвечаешь, hates me now. я теперь What did I начинаю do? думать, что, Yes. о боже, он меня So I'm ненавидит. constantly needing Мне постоянно нужно to make a connection with someone. постоянно находить связь с людьми. It's what makes me feel safe or good. Yeah. Это позволяет мне чувствовать себя безопасно. And so I think Я думаю, it's что kind of like Meisner's thing about putting your attention on the other это, person. наверное, связано как раз с техникой spent a lot of Майзнера, что time нужно paying внимание attention to обращать other на people. партнера. Я очень много времени потратил, обучая этому людей. Continuing to move. И я просто I'm in Russia продолжаю right now. двигаться. Вот, например, сейчас я в России, я путешествую, я в России сейчас. And I'm here because I Я здесь, потому think что there is something for me to discover here. я думаю, что здесь есть что-то, что я должен для And I себя have a bunch найти. of students who I'm И некоторые мои студенты, они so in love with. We've just мне met on очень Zoom. нравятся. Мы, например, с We've некоторыми never только в met in Zoom person, and I can't встречались, но wait лично никогда. To И я unite with them. я очень хочу с ними тоже как-то встретиться и наладить какой-то коннект, какую-то связь. Ты знаешь, меня очень удивила одна вещь, когда ты приезжал в прошлом году, и мы ставили перформанс. Last year when we did performance with Dima, I was surprised that Ты приехал из he Америки. came from America. Это очень далеко. That's a long way. Мы репетировали в маленьком зале. We were doing it in a small stage, in a small А room, перформанс был в большом зале. and the performance was in a large hall. И мне понравилось, как ты I really отреагировал. Your reaction. Ну, потому что голоса у студентов не поставлены. Because, Мы будем well, выступать в большом зале, а We репетируем в had to маленьком. speak louder because the hall is bigger Ты than the мог бы, previous в one. принципе, разозлиться и сказать, could be какого angry черта, about я this. приехал из Америки, дайте Say, мне what- условия. У тебя как будто сразу фокус на решение, а не на But поиск you причины, immediately проблемы found там a или solution for злость. this, and you were not angry at all. И такой, окей, идем репетировать на улицу. You just say, okay, we're going outside to rehearse. Это индивидуально вообще? This an individual trait? Или or это как бы традиционная такая история в Америке, что окей, it's ищем решение it's a сразу. common story in America that you have to find a decision, make a decision and a solution for the problem. That's a really good question. Это хороший вопрос, на самом деле. I think, you Я know, считаю, I've been in many countries, я во многих странах and побывал, each culture is a little different. и каждая культура So отличается от другой. is it a special trait that Americans look to fix things when there's a problem? И вот, например, спрашивают, неужели это чисто Может быть. американская черта, Может. Maybe it's вот a так little вот решать stronger for проблемы? us. Возможно, у нас она более выражена. There is a feeling that У меня есть чувство, что if it's going to get fixed, you got to fix it. если есть решение проблемы, это решение And- нужно найти. And there's not a lot of reason to spend time. И нет причин Crying about it. на самом деле переживать gotta из-за get it этого, fixed. плакать. Нужно просто найти решение. I've done production work in the film business. Я работал также в And there производстве you learn фильмов. everything is a problem that has to be fixed И now. там как раз ты учишься тому, Because что we have проблему надо решать. problems going to happen later, Потому что and we don't проблема... have time. Потому что у нас нет времени. Get this scene shot, Нам нужно заснять Yeah. сцену, and we need that prop gun и нам нужно that someone has уже... lost И да, кто-то So потерялся, we're putting допустим, нам someone in нужны a car декорации. to drive around Miami, Florida, Так что мы, например, to сажаем get человека, a чтобы prop gun он пошел и that we нашел can shoot реквизит, in an который hour. нам нужен. because we're never going to come back there.
So мы уже туда we don't никогда have не time to вернемся, get у нас angry. времени нет. We just have time to get that gun and get У it нас back to просто the есть set решить время and shoot the scene. проблему. And then we have another shot that we have to А get. потом у нас So снова нужно снимать it сцену. really does get you used to going, okay, what's the problem? How do we solve it? Но такие условия просто позволяют тебе научиться решать проблему сразу, сходу. I remember that from last year. Так что я помню ту историю из прошлого I'm a года. guest in your country. Все-таки я гость здесь, в этой So when стране. I'm talking to the people at that theater, И когда я говорил с вами со всеми тогда, I need to show them respect. плюс I'm in their работники country. театра, мне нужно показать им какое-то Also, нужно уважение. Все-таки я гость в их стране. My wife says, Мне жена вот говорила, we have this expression, что у нас есть 0 выражение to 60, which is с 0 the до speed of a 60. car. Это имеется в виду скорость машины с 0 I до guess 60 with километров. kilometers it'd be 0 to 100. Yeah. And she says I go from 0 to 100 very quickly. И она говорит, что я очень быстро разгоняюсь, как автомобиль. Right. So I don't have any middle. У меня нет среднего какого-то I'm very значения calm. скорости действий. I'm Я обычно let's fix the спокоен, problem. This знаю, is что what you проблему saw нужно last year. решить. Это как раз то, But что ты, if Дима, I get видел. angry, Но если я злюсь, I'm gonna be really angry. я очень быстро разгонюсь и And буду that's очень not злой. gonna be good И это нехорошо будет. because it's not gonna solve the problem. Это проблему не It's решит, just gonna потому что create bad things. это просто So I еще know this больше about проблем myself. создаст. Еще такой вопрос про ментальность. У нас, большой, я говорю про себя и большое количество человек, есть такая история, как рефлексия. И даже скорее самоедство, когда ты совершаешь ошибку и потом думаешь, ну почему я так сделал, ну, или очень чувствительны к критике, когда кто-то сказал тебе что-то, сделал замечание и такой, блин, я плохой, я какой-то не такой. Мне кажется, как будто бы вот у тебя такого нету, либо ты не показываешь. Опять-таки же фокус на решение. Окей, мне дали обратную связь, меняем направление. I'm not as good as you think. Я не так хорош, как ты думаешь, я не идеален. When I was just in Petersburg, Когда я был в Петербурге, and I went and got some food at a restaurant. я пошел там в ресторан, взял там еды. And when I went to pay, И потом я подхожу оплачивать. the guy said 2,000 Мне говорит, rubles, 2000 рублей. which I thought Я начал думать, that's such an even number. какое I had a круглое sandwich число, ровное. У and меня a всего-то drink. сэндвич, попить я And взял. it just happened to equal И так получилось, 2,000. что ровно 2000 But I рублей. paid it, Ну, я заплатил, and then I'm going. а потом я думаю, He never showed me a bill. он мне чек-то мне он He не never показал, showed me a menu. и меню мне тоже он не показал. And is 2,000 a lot of money? Is Это 2,000 много вообще for a 2000 sandwich рублей and a за drink, сэндвич и like a попить, Coke? за Is колу? that Это много, Дим? Это много. That's a lot. 2000, это где? Это просто магазин, не What аэропорт. what kind of store was that? A restaurant? It was just Kind of it restaurant? was like a bar. Это как бар был. So, but it was like just like a hamburger Я взял просто and гамбургер a Coke. и колу. Ну, это много, если That's a lot. обычный. If it's just a bar, that's a all lot. right. So that's what I thought too. Я вот тоже об этом I'm подумал. going that Я подумал, son of a неужели bitch. этот нехороший человек меня обманул? He cheated me. Обманул меня. I'm gonna go back there. Я сейчас вернусь, And I'm gonna tell him what I think и of я him. скажу ему, And что я о I'm gonna нем get my думаю. money back. И верну свои деньги. And I had that У меня была вот это 2 or 3 times. 3 или 4 раза у меня такое So, было. I have those moments. Так что моменты такие действительно есть. So it's still there. And you know, it's interesting. When I have То, those что moments, you know интересно, what I когда у do? меня такие моменты есть, знаешь, что я I делаю? think, oh, this is good for my acting. Я думаю, это поможет моей актерской I do игре. that a lot. Я очень часто об этом думаю. When my wife and I have fights, Когда мы ссоримся с the женой, way we stop the fight, когда because she's мы also an останавливаем, actor, yes. потому что она тоже актриса, и And so когда мы I'll be- перестаем I'll be- ссориться,
angry, yes. И, допустим, я And злой. she'll look at me and she goes, Она смотрит на меня, why is показывает that so на меня. good? И спрашивает, почему ты так хорошо играешь. Like, as an actor, it's good to express your feelings, yes? Мол, для актера очень хорошо подобным образом And we выражаться. laugh, И потом мы просто and it смеемся. helps us find the love again. Рубрика «Полезный абьюз». Yeah. Это helpful So abuse. all those moments that I do Так что still think about, Так что я постоянно I go, думаю oh, об this is этом. good life experience Я for просто an думаю, actor. это просто хороший Yeah. опыт So that для helps меня, me как для актера. Это мне помогает. Get past it. Просто через это пройти, это пережить. Окей, продолжу тему, мне просто очень интересно. I'm just really interested in... Когда студенты, если какую-то критику, или они говорят, слушай, Скотт, нам не нравится. What if a student tells you that he or she doesn't like it, Что ты в этот момент думаешь? the way you teach, И say. какие решения предпринимаешь? What kind of solution would you find for a thing All like right, that? so I taught in China for 4 years. 4 года я учил студентов в Китае, Amazing actors. прекрасные I актеры. mean, the emotional life they have inside. Просто очень много эмоций у них внутри происходит, They're so polite. и при этом они очень вежливы. But behind that door, Но за этим, за их вежливостью, I've очень noticed много this. скрывается. То, что я заметил, это They're Russians, Chinese, есть русские, китайцы and American blacks. и американцы. I think the history Я думаю, история, gives them an emotional life. и как раз вот их It's very история deep. позволяет им Because пережить эту эмоциональную жизнь. Очень, внутри у них очень много эмоций, Hundreds of глубоких years эмоций, потому что тысячи лет of истории, difficulties. истории, которая была полна всяких сложных моментов. В общем, China. работаю я в Китае, And и there's one girl. вот одна девочка, She just is not learning anything. она ничему как будто не учится. Я просто... But I notice Но я замечаю одну вещь. every week we would get together in the evening Каждый раз, когда мы собираемся, and we would read short stories of Anton Chekhov. и мы начинаем читать Антона Чехова, его, Because I was trying to get them его to рассказы маленькие. Я learn about life by reading Chekhov. просто пытался узнать больше о жизни, читая Чехова. I know his short stories are. И его короткие рассказы, I mean, oh my God. они прекрасны, хороши. And she was very good at reading those. И она очень хорошо их читала, мы их вслух читали. And every time she would read aloud, she was. И каждый раз, когда она She had lots начинала of их читать, personality. она очень много вкладывалась But in в class, это. Но когда у нас был урок there уже, was just nothing. этого всего не было. And what am I going to do with this? И я думал, что с этим делать. And so one day, И однажды I said, I think what you need to do is you need to ignore everything I'm telling you. я сказал ей, что, возможно, тебе лучше игнорировать все, что я тебе говорю. I don't want you to ever listen to me again. Я вообще не хочу, чтобы ты меня слушала. You just do whatever you're going to do. Просто делай то, что хочешь. She immediately became one of the best actors in the И она class. сразу стала одной из лучших актрис в группе. However I was saying it, whatever I was saying was just Я понял, что все, что я ей говорил до pushing her этого, down. это на самом деле наоборот ее тормозило. So that was a really good lesson for me. И это для меня был хорошим урок. That хороший урок. sometimes you have an actor that just is not responding to Просто what есть you're иногда teaching. такой актер, который никак не учится просто так, как ты его учишь. Это не помогает. It would have been tragic if I had just thought, oh, she's just not very good. Было плохо, если бы я просто сказал, что, ой, ну это не ее, And if I had pushed her that way. и я просто ей это сказал. So что она I'm не очень really glad хороша. that I И я рад, что я нашел решение именно такое. I set her free. Как бы освободил ее, And можно сказать, that от is этого. what she needed. И это им было именно то, что ей было нужно. So it always happens that way. По отношению к технике была критика, когда ты учил, и тебе говорят, что ну это не работает? Yeah. Yeah. Да. Meisner has У Майзнера было... he's been gone for about 25 years now. Его уже 25 лет, And как there's с a нами lot of нет. Meisner teachers in the world now. Но есть очень много учителей, And которые по его each are технике finding their преподают. own way. И каждый Which they should. что-то добавляет, идет по So своему пути. Так и должно быть. I often have someone that studied the Meisner technique. У меня всегда With a кто-то different teacher. есть And человек, then they я study знаю, with me and they который go, this is not what I was также learning. учился технике Майзнера у другого учителя. Он приходит ко мне и говорит, что я делаю что-то не так. I hate arrogant teachers.
Я не люблю людей, учителей с большим эго. Now, secretly, По секрету скажу, inside myself, внутри I really have a very high opinion of myself. что я реально, у меня тоже есть эго, и я тоже много о себе думаю хорошего. Но никому так не I'm говори. extremely arrogant. Но не говори никому про I мое know this эго, about myself. But про мое самолюбие. when I'm responsible for teaching someone else, Но когда я в ответе за I того, have to кого let go учу, of all that мне arrogance. нужно забыть про It это, doesn't serve про them. мое самолюбие, потому что это не помогает им учиться. I have to be open to Мне нужно быть maybe открытым. there's a better way. Возможно, есть какой-то другой Maybe способ. what they need is something different than what I'm teaching. Возможно, им нужно что-то, что я им не могу дать, или им нужен другой учитель. Meisner was he often would kick people out of class. Бывало такое, что Майснер выгонял людей Say, из I'm класса. not the right teacher for you. Например, просто говорил им, что я не тот учитель, который тебе нужен. I don't like that about his history. Мне это в нем не нравится. Because I can only imagine how that would kill the confidence of those actors. Потому что я представляю, что будет чувствовать этот актер, и как это повлияет на его Have to самооценку. be fearless when they Потому work. что актер должен быть бесстрашным, когда он And if they играет. have no confidence, they А can't если be fearless. уверенности нет, как они будут So бесстрашными? I need, Мне if I'm нужно, not the best teacher for you, Dean, допустим, если я для тебя не лучший учитель, Дим, I need to make sure that however we talk about that doesn't rob you of your confidence. мне нужно придумать способ тебе об этом сказать таким образом, чтобы твоя самоуверенность не I пошатнулась. have some actors now that are very shy, Есть у меня актеры, которые очень скромные. and it would be easy for me to go, what are the hell they're doing in acting? Возможно, я самый простой способ это сказать им, что они вообще делают здесь, I've как started актеры. Но я начал, maybe this is exactly right for you. думать, что, Maybe возможно, это your именно то, creative что им нужно. instincts are so good Возможно, что то, that что you're ты finding this делаешь, это different так way. хорошо, то, что внутри тебя, это настолько Yeah. хорошо, что And это именно то, что and нужно so делать. you keep being shy. Так что, пожалуйста, Most оставайся teachers would таким. go, we need to get rid Оставайся of this скромным. shyness, yes? Большая часть You need учителей to скажет, open что up. нужно And now открыться, they что feel like, нужно oh от my God, этого I have pressure. избавиться. I go, no, I want you to be shy. А я считаю, что хочу, чтобы ты был таким Celebrate скромным. Trust that that's exactly what you should be doing right now. Гордись этим, скажешь, подумай, что это именно то, чем ты должен заниматься, быть скромным. And if they do that, then maybe they start opening up. И когда они начинают это делать, возможно, они начнут That's been my открываться. experience, yeah. Обычно такое происходит, исходя из моего опыта. Так, институт Майзнера. В каких странах Meisner Institute. ты успел уже поучить студентов? So I also train teachers, Я также учителей тоже тренирую. and many of them have been starting programs around the world. И они тоже путешествуют по миру. So we now have 2 schools in the Philippines У нас в that are Филиппинах есть 2 affiliated with the школы, Meisner Institute. которые связаны с институтом Майзнера. Philippine actors, amazing. Филиппинские актеры And прекрасны. they're the nicest people that ever lived. И причем Oh они my God. очень вежливые, очень милые. So we have a Meisner Institute in China now. В Китае есть институт Майзнера. We have the Meisner School in Poland. В Польше есть. There's a Школа. great Meisner School in Istanbul. В Стамбуле есть тоже. I was just in Egypt, В Египте. and now we're starting a program there. И теперь мы в Египте So I'll be сейчас going хотим back again in открыть там November. программу. Так что я туда Lots тоже of вернусь. interesting stories about teaching acting in Egypt. Очень много есть историй Вот про расскажи, Египет как раз. в чем отличие американцев от difference. студентов России, от студентов в Турции, в Китае и вот в Could you Египте? tell us a little bit about the difference between the Russian students in Egypt and students in America and in China and all the other countries that you've been to? There's a common human experience. Есть какой-то общечеловеческий have. опыт у всех людей. We all have families. У нас, по крайней мере, у всех We all есть have семьи, parents. есть родители, We all have girlfriends or boyfriends. есть девушки или And, парни. and they bring up common problems. И то есть и есть проблемы, So, одинаковые in that проблемы, way, которые возникают. We're all very much. И, So и в этом мы очень схожи. you все. like a girl, Допустим, тебе нравится I like женщина, the same girl. а мне нравится та же самая. That story happens in every Эта country. история происходит, Right. может произойти в And любой we both стране. feel the same way. И чувства Yeah. у нас одинаковые с тобой.
I have a daughter. Допустим, у меня есть дочь, You want to date my daughter? а ты хочешь с ней встречаться, I don't trust you. а я тебе не доверяю. That happens in every culture. И это тоже в каждой культуре, в So каждой in стране that может way, произойти. We're all. I can find the same type of feelings. Yeah. Так что я в каждой стране могу найти примерно одинаковые чувства, которые у людей возникают. It was very interesting in Egypt. В Египте было вот очень Because it's a интересно. Muslim country. Это страна, там ислам. And that I found. I'm not sure I understand yet some of the differences. Возможно, я некоторые различия пока не понимаю. But I remember one time I was talking about this skill called emotional preparation. Однажды я про эмоциональную подготовку рассказывал. Вот Where это you вот навык, который нужен актеру. get yourself emotionally worked up. Когда нужно Before the scene эмоциональный starts. уровень поднять на нужный, And there's different правильные ways to эмоции do this. подобрать, прежде чем начать играть. Daydreaming is what I use mostly. Есть некоторые техники, But you которые can do можно singing, использовать. Я использую You вот can do одну. movement. Можно петь, можно And подвигаться. so I was telling them about that in Egypt. И я в Египте рассказываю это And I студентам. said, what do you use to get emotionally? И я спрашиваю их, что вы используете, чтобы Full. поднять, так сказать, на нужный this уровень one эмоций boy, he поднять. said- И один мальчик мне говорит, I read the Quran. он говорит, я читаю Коран, That's the most emotional потому experience что in my life. для меня это очень эмоционально, It меня almost эмоционально reminded поднимает. me like Он мне напомнил a long time ago. христиан, In историю America христианства. now, I don't В think Америке, there's as many people that read the Bible and я не have. думаю, что в Америке очень много I mean, людей, there are которые прям still some. читают Библию. I don't Есть, mean to be конечно, disrespectful, but не хочу there, I mean, as высказывать soon as he said неуважение. that, Но когда он это сказал, everyone was nodding their head. I mean, все начали кивать. it's such a big part of their lives. Это очень большая часть In их жизни. in Для них a это way that I важно. don't think we have as much in America now. В Америке у нас, например, такого Yeah. нет. And again, there might be some good things about that and some bad things. Возможно, в этом есть что-то хорошее, а что-то плохое but- также есть. Oh, I'll tell you another one that was different. И еще есть одна I was история. when I was in China. В Китае. I have a class of about 30 students. У меня класс из 30 And I студентов, had some scenes I was going to have them do. и я принес им And they сценки. were all about brothers and sisters or two Ну, sisters, и two там было brothers. все про братьев и So I сестер. passed them out. And Я one раздаю of them сценки, raised their hand. I said, Поднимает what? студент руку, They я go, спрашиваю, we что? don't understand these scenes. и они говорят мне, что I мы said, не what do you понимаем mean эти you don't understand сценки. these Я scenes? спрашиваю, This то is есть just как? brothers and sisters, sisters, Это просто brothers. семейные проблемы, там про And сестер и про братьев. He said, А он мне говорит, none of us have brothers and sisters. говорит, что ни у кого из нас нет ни братьев, ни сестер. And I thought, oh my God, I forgot. Я понимаю, что In- я they were забыл, part of the one-child generation, потому что они просто where the так у government них said that families получилось, can only have one child. что они So родились в то время, all- когда this государство whole group запрещало had all иметь grown up больше without одного brothers or sisters. ребенка, поэтому так So получилось, they- что они for them, it выросли was без like, сестер и без What? братьев. I don't understand this human situation. Поэтому они that was ничего one не time поняли. where I go, wow, this is, I have to find a different way. Это меня очень удивило, я to- понимал, что мне нужно Maybe they найти can't, maybe these другой scenes какой-то are not путь, going to work so well for them. что, возможно, эти Очень сценки это не поможет. Yeah. Yeah, that's very А interesting. если брать, сужу тему, если брать вот американских студентов и российских, в чем отличие? Это была только первая часть подкаста. Во второй мы продолжим говорить про технику Майзнера, делиться практическими советами. Еще раз хочу поблагодарить Парт-академию, Скотта, который приехал в Москву, чтобы поделиться этой техникой. И попрошу вас помочь мне просто подписаться на канал, поставить лайк или дизлайк, написать комментарий для того, чтобы это видео распространялось и дальше.